И я хотел бы с вами сегодня поговорить о самореализации, которая основана на Бхагавад-Гите сегодня вечером. All of us, we come to Krishna consciousness from a very unique avenue. Все мы пришли в сознание Кришны, то есть у каждого из нас своя уникальная дорога. It's very interesting to hear everyone's story. Everyone has a very unique and interesting story. То есть это очень интересно слушать эти истории, как преданные пришли в сознание Кришны. Это очень уникальные, интересные истории. And so we have kind of different reasons for why we're here. И у каждого из нас есть свои причины, почему мы здесь. But after some time, we all kind of like get into the same focus of the idea of self-realization. Но со временем все мы концентрируемся с вами на одной идее, на идее самореализации. And of course, in the modern world, people have very different ideas about what spiritual means. И, конечно, в современном мире у людей есть очень много представлений на тему того, что такое духовность. You ask somebody, go on the street, you ask people, what is spiritual mean? И кто-то может выйти на улицу и спросить людей, что такое духовность? What will they tell you? Что они расскажут? Jesus, he's spiritual. То есть Иисус, он духовен. Maybe rainbows are spiritual. Радуга духовна. Love is spiritual. Любовь духовна. Candles must be spiritual too. Свечки, они тоже духовные должны быть. Because every time you see in some movie where they're supposed to have some spiritual place, they have a lot of candles. Потому что в фильмах, когда вот такая какая-то духовная сцена, там всегда очень много свечек. The problem is our Judeo-Christian religions, which give the basis of religion for most of the world, they don't explain this idea, what is spiritual. И Шрила Прабхупада говорит, что основные религии, которые говорят о духовности, они не объясняют людям, что это такое. But this is part of the attraction of Prabhupada's writing, is that Prabhupada explains very clearly and in very plain language what spiritual actually means. Но это одно из тех привлекательных аспектов книг Шрилы Прабхупады, то, что он очень ясно и очень простым языком разъясняет, что такое духовность. And as human beings, we have the opportunity to transfer ourselves from this material world to the spiritual world. И будучи в человеческом теле, мы с вами обладаем потенцией трансформировать себя и родиться в духовном мире. And this we call self-realization. И это мы называем самореализацией. And this is explained in Bhagavad-Gita in sufficient detail for us to understand where it is that we're going. То есть Бхагавад-Гита предоставляет достаточное количество деталей, то есть кто мы такие, куда мы идем. If you're taking the journey, you have to know where you're going. То есть если вы собираетесь в путь, вы должны знать, куда вы идете. Right? Otherwise, how you will get there. И иначе как вы туда попадете? So we have to understand clearly what the map is of the territory. То есть мы должны четко представлять, что из себя представляет карта местности. And the stages along the way, how we are making progress. И те этапы на пути, то есть как мы будем прогрессировать. Say, for example, you're going to drive from here to Kiev. There's road signs along the way. Kiev 500 kilometers, Kiev 200 kilometers. You know you're making progress. То есть, например, если вы соберетесь поехать на машине отсюда до Киева, то на пути в Киев вам будут встречаться дорожные знаки 500 километров до Киева, 200 километров до Киева. So we want to know the signs of progress for Krishna consciousness and how we're making progress. То есть мы хотим знать, вот, какие являются вот эти вот признаки нашего прогресса в сознании Кришны, что они себя представляют. We want to know actually the signposts along the way. What indicates that I'm making progress? То есть мы хотим знать об этих дорожных указателях, то есть как я могу узнать, что я прогрессирую. And we want to know the process also by which we make progress. И мы также хотим знать о процессе, благодаря которому мы прогрессируем. So we'll talk about that tonight. И об этом мы будем говорить сегодня вечером. And we'll begin at the beginning. И мы начнем с самого начала. We're born. То есть мы получаем рождение. I'm born in the darkest ignorance, darkness of ignorance. И мы рождаемся во тьме невежества. And we come out of mother's womb. What can we know? То есть, мы исходим из чрева нашей матери, что мы можем знать? Anything? То есть, есть какие-то. We know mama. Мы знаем мать. We've been conscious in the womb for 2 months, so we know the sound of mother's voice.
То есть и мы были сознательны на протяжении 2 месяцев в утробе матери, и мы знаем ее голос. And naturally this is bond of affection for mother. То есть и от этого естественным образом рождается привязанность к матери. Immediately we're searching for mother's breast to nurse. И моментально мы начинаем искать материнскую грудь для того, чтобы получить питание. In this way we make a connection with our mother. И таким образом у нас происходит взаимосвязь с нашей матерью. And because we don't know anything else besides mother, we identify completely with mother. То есть, но так как мы не знаем ничего помимо матери, мы полностью отождествляем себя с ней. Whatever mother does, that must be right. То есть все, что делает мать, это должно быть правильно, это и есть правильно. Because she is the Adi Guru, the first guru. Так как она является первым гуру. And so we learn about this world from mother. То есть и мы обучаемся этому миру от матери. And we identify completely with mother. И мы полностью себя отождествляем с матерью. Mother and I, we're the same person, practically speaking. То есть и я и мать это как бы одно и то же. And we see perhaps after some time that mother gives respect to some man called father. И со временем мы видим то, что мать она оказывает почтение некому мужчине. And if mother does that, then we recognize there is some higher authority than mother. То есть, и если мать действует таким образом, то мы начинаем признавать, что да, есть более высокий авторитет. If mother doesn't do that, there is not higher authority than mother. То есть, но если мать не действует таким образом, то выше авторитета, чем мать, не существует. Which means that later in life, we will not be able to recognize any authority above ourselves. Это значит, что дальше в жизни мы не сможем принять для себя никаких других авторитетов. Because mother didn't, mother and I are the same, therefore there is no higher authority above mother, above me. То есть, так как мы с матерью мы едины, и так как над матерью нет более высоких авторитетов, то и надо мной тоже нет. As we grow, as the body develops, the consciousness expands. И с нашим ростом, с ростом нашего тела, также сознание, оно развивается. In some time we can recognize brother, sister. И иногда мы можем распознавать братьев, сестер. We know our house, then perhaps our neighborhood. То есть мы знаем наш дом, наш район. Then we get to know school. Потом мы знакомимся со школой. And as we go through these experiences, we add another aspect to our sense of identity. То есть и проходя через этот опыт, мы добавляем к своему я вот новый, добавляем к своему я. I'm the son or daughter of this woman. Я сын или дочь этой женщины. I'm the son or daughter of this man. Я сын или дочь этого мужчины. I am the brother and sister. I'm the brother or sister of these other boys and girls. То есть я брат или сестра этих других мальчиков. And this is who I am. И это то, кем я являюсь. Do we have any other way of thinking of ourselves? То есть можем ли мы иметь другой метод мышления? Можем ли по-другому о себе думать? Нет. Because that's our world. Потому что это наш мир. We create an identity for ourselves in relationship to these people and places. То есть мы создаем отождествление себя, мы создаем свое представление о себе и взаимоотношения с этим миром и окружающим. And this is what we call false ego. И это то, что мы называем ложным эго. Ego means sense of identity. Эго означает вот это вот чувство самоотождествления. And this is false ego because this identity is in relationship to the body. То есть, но это ложное эго, так как оно относится к телу. And as we go into older, we may take a job. We think of ourselves as an employee of some kind. То есть, становясь взрослее, мы можем пойти на работу и думать о себе уже как о неком работнике. No, we get an identity. I am a manager. I am a worker. I am a businessman. То есть мы начинаем думать о себе, что я менеджер, рабочий или бизнесмен. This adds to our material conception of self. И это добавляется к нашей материальной концепции о самом себе. We have children, and we think I'm a mother or father. У нас появляются дети, и мы начинаем думать о мать и отец. And like this. And so as we go through life, we add these different aspects of false ego to our identity. И с течением нашей жизни мы добавляем различные аспекты к нашей ложной концепции.
себя. So self-realization means transferring our identity from these people and things of this material world to the people and things of the spiritual world. То есть и самореализация – это трансформация вот этого ложного самоотождествления от вещей материального мира в вещи, связанные с духовным миром. The idea doesn't change. То есть идея не меняется. I am still identifying myself in relationship with others. То есть я продолжаю отождествлять себя в взаимоотношениях с другими. But it's a question of what others. Но это вопрос с кем, с другими. Others of this material world or others in the spiritual world. То есть с другими лицами материального мира или с представителями духовного мира. And a very interesting thing is that Krishna also does this, right? И интересно то, что Кришна, он также действует таким же образом. Nandana, the son of Nandana, Nanda Maharaj, Yashoda Nandana, Gopi Janavallabha, like this. Krishna identifies himself with his relationships of all these his parts and parcels in Goloka Vrindavan. То есть Кришна, он также отождествляет себя с взаимоотношениями, с этими частичками, жителями Галоки Вриндавана. So we want to also become identified with those people in Goloka Vrindavan. И мы также хотим начать отождествлять себя с этими людьми Галоки Вриндавана. And by doing that, we actually develop a spiritual body with which to live in that spiritual world. И действуя таким образом, мы начинаем развивать духовное тело, которому предназначено жить в этом духовном мире. So this is the idea behind Krishna consciousness. То есть это та идея, которая стоит за сознанием Кришны. To gradually transfer my concept of self, who I am, to I am the friend of Krishna, I am the lover of Krishna, I am the father and mother of Krishna. То есть это вот таким образом наше самосознание, это трансформация из своего представления о себе как из просто представления о себе до я друг Кришны, я возлюбленный Кришны, я мать или отец Кришны. So the question is, how do we get there from here? И вопрос в том заключается, как прийти с этого положения в то, которое мы писали. So we have to start. We're in ignorance. То есть мы должны начать с того, что признать, что мы в невежестве. And by the grace of some wonderful devotee, we get some book of Srila Prabhupada. И по милости одного замечательного преданного мы получили книгу Шрилы Прабхупады. And then we begin to hear, oh, I'm not the body, I'm something else, I'm a spirit soul. И оттуда мы получили, что ой, я не тело, я духовная душа. So this is theoretical knowledge. То есть это теоретическое знание. That's a beginning, but it's not enough. То есть это начало, но этого недостаточно. Doesn't say much to say I'm a spirit soul. То есть это не то же самое. Does not say much. In other words, that's not a very elaborate explanation of who I am. То есть это не слишком возвышенное объяснение того, кем я являюсь. So we have a process that's given to us by Krishna in Bhagavad-Gita to help us shift this identity from material to spiritual. И у нас есть процесс, который детально описал Кришна в Бхагавад-Гите, который поможет перенести наше сознание из нынешнего положения в духовное. So, you need Bhagavad-Gita. Russian. In the second chapter of Bhagavad-Gita, Krishna begins to explain to Arjuna that we are not the body. Во второй главе Бхагавад-Гиты Кришна начинает объяснять Арджуне, что мы не являемся этим телом. Tatvebham chatunasam tatvam nivenchinarepaha tachavanam vidyama sabevayam mataparam 2:12. You don't have to read that. But Krishna begins there, and for about 20 verses he explains that we are not the body, what the nature of the soul is. То есть и Кришна с 12 стиха 2 главы и на протяжении 20 следующих стихов начинает объяснять, что мы не являемся материальным телом, мы являемся душой. And then that's Krishna's first instruction in Bhagavad-Gita, first lesson. То есть это первый урок, который дает Кришна в Бхагавад-Гите. What's the second lesson in Bhagavad-Gita? А какой второй урок? No. Also in second chapter. Также во второй главе. I gave this lecture here about 5 years ago, maybe you remember. Я давал эту лекцию 5 лет назад, может быть, помните. We have two aspects of false ego, yadi mayo. То
То есть у нас есть два аспекта ложного эго, я и мое. So the first two lessons of Bhagavad-Gita are about я и мое. То есть и первые два аспекта, которые дает Кришна в Бхагавад-Гите, это я и мое. So Krishna then explains, not only we're not the body, but we are not the things that we possess. We're not entitled to those results. То есть и Кришна говорит не только то, что мы не являемся этим телом, но мы и не являемся тем, что мы обладаем. То есть результаты нам не принадлежат. We are not these things, so we work hard for some result, and we identify with that result also. То есть мы работаем тяжело, и когда получаем результат, мы начинаем отождествлять себя с этим результатом полученным. And this is another aspect of our false ego. То есть это другой аспект ложного эго. And so Krishna explains to us that no, these things don't belong to you, so that we can get the understanding that this is I'm not these things. То есть и Кришна объясняет нам, что мы не являемся этими объектами для того, чтобы мы окончательно это поняли и усвоили. So then after Krishna explains that, then Arjuna, and Krishna explains that the one who can give up the attachment to the fruits of their results, they can achieve transcendence. То есть и дальше Кришна объясняет Арджуне, что тот, кто может отречься от плодов своего труда, может достичь трансцендентного. So then about 52 or 54, Arjuna asked, 52 I think, Arjuna asked, what is the nature of a man who is situated in transcendence? То есть и, кажется, во втором стихе Арджуна спрашивает, какова природа того, кто пребывает в духовном сознании. 52? 52. 53 or 54? Ага. 54? 54. Really? Арджуна сказал: «О Кришна, как распознать человека, обладающим этим божественным сознанием? О чем он говорит и как выражает свои мысли? Как он сидит и как ходит?» So this is the beginning of our training in self-realization. И это начало нашего обучения в самореализации. What does it look like to actually be transcendently situated? То есть как человек выглядит, когда он действительно обладает этим божественным сознанием. And Krishna begins to explain this. И Кришна начинает объяснять это. You can read up until read 55 and 56. 57, 58, 59. Okay. 60. Верховный Господь сказал о Партха, 61. о Партха, о человеке, который очистил свой ум от всех желаний, берущих начало в чувствах, и черпает удовольствие только в своем истинном «Я», говорят, что он обладает чистым божественным сознанием. Того, кто остается невозмутимым, терпя тройственные страдания, кто не восторгается, когда к нему приходит счастье, и кто избавился от привязанности, страха и гнева, называют мудрецом, обуздавшим свой ум. Тот, кто, живя в материальном мире, свободен от мирских привязанностей, кто не слишком радуется, когда с ним случается что-то хорошее, и не злится, когда случается что-то дурное, обладает совершенным знанием. Тот, кто, подобно черепахе, втягивающей голову и конечности в панцирь, способен отводить свои чувства от объектов чувственного восприятия, обладает устойчивым духовным разумом. Даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, воплощенная в теле душа по-прежнему сохраняет вкус к ним, но познав более возвышенный вкус, она утрачивает интерес к объектам чувств, доставляющим наслаждение, и утверждается в духовном сознании. Чувства так могущественные и напористые у Арджуна, что способны силой увлечь за собой ум даже того, кто владеет духовным знанием и старается обуздать их. Того, кто, отстранив чувства от материальных объектов, держит их в повиновении и сосредотачивает ум на мне, называют человеком с устойчивым разумом. So Krishna is explaining to Arjuna that the man of transcendence, person who is transcendently situated, is not disturbed by his senses. То есть Кришна здесь объясняет Арджуне в том, что человек, обладающий божественным сознанием, его не беспокоит его чувства. And he goes on to explain that one should bring the senses under control.
И также он объясняет, что человек должен подчинить себе чувства. So this is the first important step in becoming free from our identification with the body. То есть это первый важный пункт, то есть перестать отождествлять себя с материальным телом. Okay, we identify with the body, right? I am such and such person. That's a label of this body. We have all these designations attached to the body. То есть мы отождествляем себя с телом и с многими атрибутами, которые относятся к этому телу. And so we want to overcome our identification with this body. Но мы хотим преодолеть это отождествление себя с телом. And to do that, we have to restrict the senses. И чтобы сделать это, нужно подчинить чувства. This restricting the senses is essential. И вот это вот подчинение чувств является очень важной задачей. Because when we begin to do that, we establish a duality in our consciousness. Так как когда мы начинаем это делать, мы устанавливаем двойственность в своем сознании. Part of me wants that sense gratification, and another part of me says no. То есть часть меня хочет этих чувственных наслаждений, а другая часть говорит нет. Who am I? Кто же я? If I always simply surrender to my desires, then I have no way of seeing myself as separate from the demands of the body or the demands of the senses. То есть если я всегда подчиняюсь требованиям чувств, то я не могу видеть себя отличным от чувств, от требований чувств или от тела. So this duality that we create by following this instruction allows us to begin to think that I am something other than the senses and the body. То есть и эта двойственность, которую мы начинаем делать, в которую мы привносим в свой ум, начиная следовать процессу, она дает нам возможность начать думать о том, что я являюсь кем-то отличным от тела. And probably most of us experience this when we begin to follow the regulative principles. То есть The regulative principles. И мы, возможно, многие из нас это начали чувствовать, когда мы начали следовать регулирующим принципам. Stop taking intoxication, stop eating meat. То есть отказались от интоксикации, от мясоедения. This is a challenge. То есть это вызов, because we're attached. Так как мы привязаны. But we continue with that, and we begin to separate our identity from the senses and from the body, and we establish ourselves as someone independent of this body. То есть, но продолжая практику, мы продолжаем отделять свое сознание от ума и тела, и мы начинаем еще сильнее понимать, что мы не являемся этим телом. And so, then we have the next part is to also give up our identification with the mind. И следующий пункт – это избавиться от отождествления себя с умом. We not only identify with the body, we identify with the mind. То есть мы отождествляем себя не только с телом, но и с умом. Or actually, to be more precise, we don't even understand any distinction between myself and my mind. То есть на самом деле, чтобы быть точным, мы не понимаем даже разницу между собой и умом. The mind is thinking something I want, and it's me. I want. То есть ум, вот он думает, что он чего-то хочет, и это автоматически становится то, чего я хочу. The same way the senses want something, I want. И точно так же, если чувство чего-то желает, то это тоже я хочу этого. So we have this identification not only with the body, but with the mind. У нас есть это отождествление не только с чувствами, но и с умом. And so we also have to become free from this identification with the mind. То есть и мы также должны избавиться от этого отождествления себя с умом. This is very, very important to do. И сделать это очень важная цель. In the Srimad Bhagavatam, in the 5th canto and in the 11th canto, it's explained that the mind is actually responsible for our repeated birth and death in this world. И в Шримад Бхагаватам в 5 и в 11 главах объясняется в том, что именно ум ответственен за наши бесчисленные перерождения в материальном мире. That the mind, by the actions of the mind and our identification with the mind, we create birth after birth in this material world. То есть через деятельность ума и отождествление себя с умом мы создаем новые и новые рождения в этом материальном мире. So we must free ourselves from, or separate ourselves from
this identification with the mind. Мы должны освободить себя, отделить себя от этого отождествления с умом. Now this is more challenging than separating identification with the body because the mind is much more subtle. Subtle. И это еще более серьезный вызов, чем отделить себя от тела, так как ум, он более тонкий по природе. So this is explained in the 6th chapter of Bhagavad-Gita. И это объясняется в 6 главе Бхагавад-Гиты. 6, 2 or 3. Okay, 6.4. 6.4. Говорят также, что йог достигает совершенства, когда полностью избавившись от материальных желаний, перестает искать чувственных удовольствий и заниматься материальной деятельностью. And 6.5. С помощью ума человек должен освободиться из материального плена, а не деградировать, пускаясь в низшие формы жизни. Ум может быть и другом условленной души, и ее врагом. So here Krishna is explaining that the mind can be the worst enemy. То есть здесь Кришна объясняет, что ум может быть злейшим врагом. Actually, it's the uncontrolled mind that is the worst enemy. На самом деле, злейшим врагом является неконтролируемый ум. Because what's the business of the mind? Так как какова является деятельность ума? Who can say? Кто может сказать? Now, Bhagavatam explains the business of the intelligence and the business of the mind. We must know what these are. То есть Бхагаватам описывает в том, чем занимается ум и за что отвечает разум. Yes, bro. Анализ, выбор лучшего. Okay, more specifically. По-конкретному? Конкретно на более высоком уровне умение отличить духовную деятельность от Speak up. Ability to define what is spiritual, what is... No. The Bhagavatam says specifically what these the functions of the mind and the intelligence are, and so we should understand this. Сбор информации, Information. дифференциация на эту информацию. Differentiation of this information. Speak up. Why are you whispering? Differentiation of this information. No, this isn't. Okay. Bhagavatam. I'm looking for the quote from Bhagavatam. То есть я жду цитаты из Бхагаватам. Принимать решения и What did she say? Making decisions and... Yeah, making decisions based on what? На чем основываясь? On senses. What do you like, what do you don't like? All right. So, everybody should read Srimad Bhagavatam daily. То есть всем нужно каждый день читать Шримад Бхагаватам. These things are very important, you should know. So, the mind's business is sense gratification. То есть и занятие ума — это чувственное наслаждение. The mind is the nexus of the senses. И ум является как бы Nexus. It's the same word in Russian. It's the same word in Russian. Nexus. Является таким нексусом чувств. Да? Ядром. Nexus? Core. Yeah, okay. Okay, let's take an example. Давайте приведем пример. You're eating, like yesterday we had a very nice feast. То есть вы кушаете очень приятный пир. You're tasting that prasadam and it's really, really good. И вы пробуете этот прасад, и он просто замечательный по вкусу. Where is that experience taking place? То есть где вот происходит данный опыт? Yes, in the mind. The senses, they bring the stimulation to the mind, but the mind is actually enjoying that experience. То есть чувство приносит эту стимуляцию в ум, но на самом деле ими наслаждается именно ум. The business of the mind is to accept and reject based on sense gratification. То есть деятельность ума — это принимать и отвергать, основываясь на чувствах. Is it pleasing my senses? Okay, I will accept it. То есть если это удовлетворяет мои чувства, то да, я это приму. If it does not please my senses, I don't care for it. То есть если это не удовлетворяет мои чувства, то я к этому безразличен.
This is good, that's bad. Это хорошо, а это плохо. This is acceptable, that is not. Это приемлемо, а это неприемлемо. I like this, I don't like that. Мне нравится вот это вот, а то мне не нравится. Which I? То есть, а кому мне? That's the mind. То есть, вот это вот ум. So the senses, they bring this stimulation to the mind, but the mind, he's enjoying these experiences. То есть и чувства, они привносят эту стимуляцию, эту информацию в ум, но на самом деле ими наслаждается именно ум. And this is the problem. И вот в этом вот проблема. The mind's trying to be the enjoyer. Ум пытается быть наслаждающимся. But somebody else is the enjoyer. Но некто другой является наслаждающимся. Bhaktaram jagatapasam sarvaloka maheshwaram suridam sarvabhutanam gyatamam shantamiciti. Anybody know that translation? Кто-нибудь знает перевод? This is called the peace formula by Srila Prabhupada. Это называется формула мира, которую дал Шрила Прабхупада. 529. This means that Krishna, he is the supreme enjoyer, the supreme proprietor, and the dearmost friend of others. То есть это означает, что Кришна является то есть верховным владыкой, верховным наслаждающимся. Человек, полностью осознавший, что я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами подвижничества, что я верховный владыка всех планет и полубогов, а также друг и благодетель всех существ, избавляется от материальных страданий и обретает полное умиротворение. So Prabhupada explains here that this means that this Krishna, he's the enjoyer. И здесь Шрила Прабхупада объясняет, что Кришна, он наслаждающийся. And he's the only enjoyer. И он является единственным наслаждающимся. Krishna is the proprietor. Кришна является владельцем. And he's the only proprietor. И он является единственным владельцем. And Krishna is the dearmost friend of others. И Кришна является самым дорогим другом всех. The only dearmost friend of others. И единственным дорогим другом всех живых существ. But in this material world, we are all trying to take the place of Krishna in this way. Но в материальном мире мы все пытаемся вот таким вот образом занять его место. My mind is the enjoyer. Мой ум наслаждающийся. I think I'm the enjoyer, I think I'm the proprietor because I identify with the mind. То есть я думаю, что я наслаждаюсь, что я являюсь владельцем, так как я отождествляю себя с телом, с умом. And this is how I get repeated birth and death. И таким образом я получаю многочисленные рождения и смерти. I want to enjoy. То есть я хочу наслаждаться. I want to be the proprietor. Я хочу быть владельцем. And the problem with this is that, of course, we cannot be either one of those. То есть, но проблема в том, что мы не можем быть ни тем, ни другим. What's the meaning to our being the proprietor? Что означает, что когда вот мы чем-то обладаем? I own a house. То есть вот мне принадлежит мой дом. It's my house. Это мой дом. For how long? Но насколько? Only as long as you're here. То есть пока ты здесь, он твой, да? Then it's somebody else's house. А потом он станет чьим-то другим. I am the enjoyer. То есть я наслаждающийся. What's our capacity to enjoy? Какова наша потенция наслаждаться? Did you see how much Gornitai ate yesterday? Вы видели, сколько шишигуранитая они вчера скушали? They ate so much. Oh God. Они съели столько бхуги. Nobody here could eat so much. Никто из здесь присутствующих не смог бы столько съесть. Krishna can eat even more than that. А Кришна может съесть даже еще больше. So Krishna, he has unlimited capacity for enjoyment. И Кришна обладает безграничной потенцией наслаждаться. But because we are little, part and parcel of Krishna, our capacity for enjoying is very limited. Но так как мы являемся лишь бесконечно маленькими частичками Кришны, наша потенция наслаждаться, она также очень ограничена. And the actual way that we enjoy is being connected with Krishna. И то, на самом деле, каким образом мы наслаждаемся, это через связь с Кришной. Being separated from Krishna, we're looking for satisfaction because we're anandamayo vyasat, we're pleasure-seeking entities. То есть, и будучи в оторванном состоянии от Кришны, анандамая вьяса, то есть мы ищем этого наслаждения. But we're looking for pleasure in material world. Но мы ищем наслаждение в материальном мире. And we take sense gratification to be actual happiness, but it's not. И мы принимаем чувственное наслаждение за счастье, но оно таковым не является. And so we become disappointed. И поэтому мы приходим к уровню разочарования. And then we try more sense gratification. Мы разочаровываемся, мы пытаемся
испытать большее количество чувственных наслаждений. Anyway, our capacity for enjoying is extremely limited, and it's not our position to try to enjoy. It's Krishna's position. He's the enjoyer. Но наша потенция наслаждаться, она крайне ограничена, да и Krishna's the enjoyer. и Кришна является наслаждающимся. And we are meant to please Krishna. И мы должны, это наше предназначение, удовлетворять Кришну. And because we are part and parcel of Krishna, when we please Krishna, we automatically will become pleased. Так как мы являемся частичками Кришны, если мы удовлетворяем его, мы также автоматически становимся удовлетворены. So the example is watering the root of the tree. И примером является полив корня дерева. We cannot water the leaves and branches. If we try to do that, then the tree will die. We simply water the root, and automatically the leaves and branches are nourished. То есть мы не можем отдельно поливать листья и ветки дерева. Таким образом дерево погибнет. Но если мы поливаем корень, то и ветки, и листья они автоматически наполняются водой. So, we're identifying with the mind who's trying to be the enjoyer, and because he wants to be the enjoyer, he's our worst enemy. И мы отождествляем себя с умом, который пытается стать наслаждающимся, и только он отождествляет себя с наслаждающимся, он наш злейший враг. So therefore, Krishna, he instructs us to control the mind. И поэтому Кришна дает нам наставление контролировать свой ум. And what does Arjuna say? What does Arjuna say to that? И что же ответил на это Арджуна? Impossible. Это невозможно. Can't control the mind. It's easier to control the wind. Невозможно контролировать ум, легче контролировать ветер. But Krishna says, no, it's possible by constant practice and by detachment. То есть, но Кришна сказал, что нет, это возможно через постоянную практику и отречение. So we have to practice controlling the mind. То есть мы должны практиковать контроль ума. And what's our practice called? И как называется наша практика? Japa. Thank you. Who said? Джапа. Кто сказал джапа? Very good. Japa. That's what we do during japa. Practice controlling the mind. Да, джапа это именно то, чем мы занимаемся в процессе джапы. Мы контролируем ум. So this is called meditation. Это называется медитацией. So I want to recommend to you that before you sit down to do japa, that you think about what it is that you're doing. То есть, и я хотел бы вам посоветовать, что перед тем, как вы начнете сядете и повторять свою джапу, вы остановитесь и подумайте, что вы сейчас будете делать. Now is my time for meditation. Сейчас пришло мое время для медитации. Meditation on what? А на кого я буду медитировать? The sound of Krishna's name. На звук имени Кришны. I'm not going to let any other thought come into my mind, but the sound of Krishna's name. То есть я не позволю никакой другой мысли проникнуть в мой ум, лишь звук имени Кришны. How long can you do that? И как долго вы можете быть сосредоточены? Not very long. То есть небольшое количество времени. So I'm going to give you a technique that you can use that will help you to practice meditation. Я хотел бы поделиться с вами техникой, которая поможет вам практиковать медитацию. Can you control your mind for 10 seconds? Вы можете контролировать свой ум на протяжении 10 секунд. Maybe. Okay. Okay, so you try 10 seconds. То есть вы можете попробовать 10 секунд. How many mantras can you chant in 10 seconds? Сколько мантр вы можете 3 mantras. воспеть за 10 секунд? Okay, I'm going to listen to Krishna's name only for 3 mantras. То есть, хорошо, я буду слушать имена Кришны только на протяжении 3 мантр. So with your right hand you're counting your beads, and with the left hand you just count 1, 2, 3. То есть и правой рукой вы перебираете четки, а на левой руке вы считаете от 1 до 3. And then after 10 seconds you look and see, well, how did I do? И после 10 секунд вы смотрите и анализируете, как у меня получилось. Was I successful? То есть был я успешен? Okay, do it again. Если да, то еще раз. 10 seconds. В течение 10 секунд. And you do it again, and again, and again. И вы повторяете это вновь и вновь. So 10 seconds by 10 seconds by 10 seconds you try to control your mind. То есть так вот, 10 секунд, еще 10 секунд, еще 10 секунд, и вы так контролируете свой ум. And if you do that for 1 or 2 rounds, you'll find it much, much easier. You will get into the groove, as we might say. То есть, и если вы будете практиковать это на протяжении 1 или 2 кругов, то вы сможете увидеть, что вы очень легко погружаетесь, гораздо легче. How do you say the groove? Погружайтесь. What's the groove? Get this. You know what a groove is? You know on the old records, the plastic records, you know those? The groove is. Yeah, there's a groove that the needle goes in.
So it's very easy, like if you're going down the street, or if your car, the wheel goes off the street into this rut, it will stay there. So when we get in the groove, it's easy to stay То there. есть вы таким образом попадаете в колею, и вам очень легко в ней оставаться. You can explain the groove. Anyway, when you begin to do that, you'll find it much easier to keep your mind centered on the sound of Krishna's name. То есть, когда вы начинаете практиковать, вы получите опыт того, что гораздо легче концентрировать свой ум именно в Кришне. This is the goal. То есть, и это является целью. The first goal. То есть, первая цель. This is basic training for all yogis. То есть, это основная практика для всех йогов. To control the mind. Контролировать ум. That's what you want to achieve. То есть, этого мы хотим достичь. So it's very important to understand that, and that you make this your goal. This is what you want to do. То есть это очень важно понимать и сделать вашей целью, то есть то, чего вы хотите достичь. Now, why do we want to do that? А зачем мы хотим это сделать? Because then the mind comes under control. Потому что в таком случае ум, он становится подвластным нам. The controlled mind is the best friend. И ум, который мы контролируем, это наш лучший друг. Because when we do that, when we accomplish that, the nature of the mind will change. Так как когда мы этого достигнем, то природа ума, она поменяется. It will become our best friend. Он станет нашим лучшим другом. Instead of being a rascal who's dragging us to all kinds of sense gratification, he will help us actually to remember Krishna. Вместо того, чтобы быть негодяем, который постоянно тянет нас к разным чувственным наслаждениям, он поможет нам всегда думать о Кришне. So, Krishna explains that in 6.6. То есть это Кришна объясняет в 6 главе, в 6 шлоке. Для того, кто обуздал ум, он становится лучшим другом, а для того, кому это не удалось, ум остается злейшим врагом. And in the next sloka, 6.7, Krishna explains why we want to control the mind. И в следующей главе, в следующей 7 шлоке Кришна объясняет, зачем нам нужно хотеть контролировать ум. Read the second half of that verse. To such a man, happiness and distress. Для такого человека не существует разницы между счастьем и горем, жарой и холодом, почетом и бесчестием. So remember earlier, Krishna was talking about the man of transcendence and the nature of a man of transcendence. И помните, раньше до этого Кришна говорил о человеке, обладающем божественной природой, и о том, какие его качества. Krishna explained that he's not disturbed by duality. И Кришна объясняет, что его не беспокоит двойственность. So that's what this verse is saying. И вот о чем говорит эта шлока. To such a person who's conquered the mind, happiness and distress are the same thing. То есть для такого человека, который поборол свой ум, счастье и горе, это одно и то же. What? В смысле? How is that? То есть это как? Put one hand in hot water, one hand in cold water. It will stay the same? То есть поставьте одну руку в горячую воду, а другую в холодную. Это будет одно и то же? What does it mean? Happiness and distress, heat and cold are the same. То есть в каком значении радость и горе и жара и холод это одно и то же? It means that we no longer see these things in relationship to ourselves. То есть это означает, что мы больше не отождествляем эти вещи с собой. But rather we see everything, we don't see it in relationship to ourselves or in relationship to our sense gratification. То есть мы не относим эти вещи с собой или как-то с объектами нашего чувственного восприятия. Now it's winter. Hot water is nice, right? То есть сейчас зима, горячая вода это хорошо. And when it's summer, hot water is not so nice. А когда придет лето, то горячая вода потеряет свою We want актуальность. cold water then. То есть холодная вода приобретет актуальность. So, what? Because why? Because of sense gratification. То есть почему? Это все происходит из-за удовлетворения чувств. And we see that hot and cold in relationship to me. То есть мы видим вот это вот взаимоотношение. Мы Let's видим say- горячее и холодное. Let's say the mind is perceiving that. То есть это ум думает, что он отождествляет горячее и холодное с собой. The mind says, sense gratification, I like hot, I don't want cold. То есть ум говорит, что вот чувственное наслаждение, мне нравится горячее, мне нравится холодное. That's the mind, То есть это ум. the worst enemy. То есть самый злейший враг. Happiness and distress, how is that the same thing? То есть радость и горе. То есть каким образом это является одним и тем же? The same way. То есть таким же образом. Because I see it in relationship to myself. То есть из-за того, что я вижу это в связи с самим собой. But the transcendentalist
he sees everything in relationship to Krishna. Но трансценденталист, он всегда видит связь с Кришной. Upanishad teaches us that for one who Bhagavad-Gita, Krishna tells us, for one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost to him and he is never lost to me. Кришна говорит в Бхагавад-Гите, что тот, кто видит меня пребывающим во всем и все пребывающее во мне, для такого человека я никогда не потерян, и он никогда не будет потерян для меня. Let me explain it this way. Давайте я объясню это так. Happiness, distress, heat, cold, honor, and dishonor, these are all different aspects of duality. То есть счастье и радость, почет и уважение — это все различные аспекты двойственности. Where does this duality come from? Но откуда берет начало эта двойственность? We actually create this duality ourselves То есть на самом деле мы сами создаем эту двойственность. by seeing everything in relationship to my sense gratification. То есть видя все в связи со своим чувственным наслаждением. This is good, that's bad. Это хорошо, это плохо. I like this, I don't like that. Мне нравится это, мне не нравится то. I want this, I don't want that. Вот это я хочу, а то я не хочу. That's duality. Это двойственность. And who's creating that? И кто создает эту двойственность? I am. Я. Because I'm taking the position of being the enjoyer. То есть так как я занимаю положение наслаждающегося. Right? Rather my mind is and I identify with the mind. Ну, то есть скорее ум занимает это положение, а я отождествляю себя с умом. The mind says, this is good, I want this. То есть ум говорит, это хорошо, я это хочу. And we see that thing, whatever it is, in relationship to our sense gratification. И чем бы ни было, то есть на какой бы объект ум ни указывал, мы видим его в связи со своим чувственным наслаждением. So we create this duality that we're suffering from. То есть мы создаем эту двойственность, в которой мы сами и страдаем. In this material world, everyone is thinking, I can get the happiness and I can avoid the distress. То есть каждый думает в материальном мире, что я могу достичь счастья и избежать бед. Right? I'll just get the good part of life and I'll avoid all the bad stuff. То есть я просто возьму лучшую часть жизни, а ту плохую я избегу ее. Impossible. Это невозможно. Impossible. Абсолютно невозможно. Cannot do it. Этого нельзя никак достичь. The back end of the car goes where the front end of the car goes. The back end of the car goes where the front end of the car goes. То есть задняя часть машины следует за передней частью машины. Distress follows happiness, just like that. То есть беспокойство следует за счастьем, вот так оно They're работает. connected by duality. И их связывает эта двойственность. Opposite sides of the same coin. То есть это различные стороны одной монеты. Happiness and distress. Счастье и беспокойство. We cannot get one without the other. То есть одно получить без другого невозможно. If I'm trying to be happy through sense gratification, I must suffer. То есть если я пытаюсь быть счастливым от чувственных наслаждений, то я буду вынужден страдать. But foolishly, I'm trying to escape the suffering and trying to enjoy materially. Но по глупости своей я пытаюсь избежать беспокойств и наслаждаться материальным счастьем. Impossible. Но это невозможно. So, you can be happy when you stop trying to be happy. You can be happy when you stop trying to be happy. И вы можете стать счастливым, когда вы перестанете желать, пытаться стать счастливым. When you give up the desire to be the enjoyer. Когда вы откажетесь от желания быть наслаждающимся. And who's the enjoyer? А кто является наслаждающимся? Krishna. Кришна. So all these things that we're trying to enjoy, we give them to Krishna to enjoy. И все эти вещи, которыми мы пытаемся наслаждаться, мы передаем в Кришне для того, чтобы он ими наслаждался. Krishna becomes happy, pleased, and we will then become pleased. Кришна становится счастлив, удовлетворен, и мы также становимся счастливы. In this way, we can rise above duality. И таким образом мы можем подняться над двойственностью. Because we see everything in relationship to Krishna. Потому что мы видим связь всего с Кришной. Oh, this is beautiful. That's meant for Krishna. Это прекрасно. Значит, это предназначено для Кришны. This result, this is meant for Krishna. То есть вот он результат. Это предназначено для Кришны. Everything that we do, we see it in relationship to Krishna. То есть все, что мы делаем, мы видим связь этого с Кришной. And we won't be able to do that until we bring the mind under control. Но мы не сможем это сделать, пока мы не начнем контролировать наш ум. So this is explained in the 9th chapter of Bhagavad-Gita, 9:24. И это объясняется в 9 главе Бхагавад-Гиты, в 24 стихе. Я единственный, кто Wait. Yeah, okay, go ahead, you can read that.
Я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и повелевает ими. Поэтому те, кто не постиг моей подлинной духовной природы, обречены на падение. Krishna says, I'm the only enjoyer. Кришна говорит, что я единственный наслаждающийся. Those who do not recognize my transcendental nature fall down. И те, кто не постигли моей трансцендентной природы, они падут. What does it mean not to recognize Krishna's transcendental nature? И что это означает, вот, не постигнуть трансцендентной природы Кришны? It means to think, I'm the enjoyer. Это означает думать, что я наслаждающийся. Krishna's not the enjoyer, I'm the enjoyer. То есть Кришна не является наслаждающимся, им являюсь я. And fall down means what? И что означает падение? Come under the influence of Maya. То есть попасть под влияние Майи. And then I really think that I can enjoy. И тогда я начинаю думать, что я могу наслаждаться. Right? So, in order to become free from that duality, in order to bring the mind under control, we have to bring Krishna into the picture. We have to recognize Krishna. И для того, чтобы избавиться от этой двойственности, мы должны признать, что Кришна является наслаждающимся. If we recognizing Krishna means to see everything in relationship to Krishna. И осознать Кришну означает увидеть связь всего с Кришной. And then all these things that we used to try to enjoy, I accept this, I reject that. И тогда все те вещи, которые мы пытаемся наслаждаться, я вот принимаю это, я отвергаю то. I see, oh, this is for Krishna. Я вижу, что все это предназначено для Кришны. The good thing is for Krishna, the bad thing is for И Krishna. хорошее для Кришны, и плохое тоже для Кришны. It's all for Krishna. Все предназначено для Кришны. And I am also for Krishna. И я также предназначен для Кришны. I am meant to please Krishna. Я должен, это мое естественное положение, удовлетворять Кришну. Under the influence of Maya, I see everything in relationship to me. Но под влиянием Майи я вижу все в связи с самим собой. I accept this, I reject that. Я принимаю это, я отвергаю то. In the transcendental position, when I brought the mind under control, I see everything in relationship to Krishna. Но на трансцендентном уровне, когда мой ум находится под контролем, я вижу все в связи с Кришной, Including me. включая самого себя. I am also meant for the pleasure of Krishna. Я также предназначен для удовлетворения Кришны. So, when we begin to actually act like this, И когда мы действительно начинаем действовать таким образом, then we can bring the mind under control. тогда мы можем начать контролировать ум. This is a very, very important aspect of Krishna consciousness. И это очень важный аспект сознания Кришны. Because it does not matter what our position is, if we do not recognize, unless and until we give up this inclination, this consciousness of being the enjoyer, we will not be able to control our senses. Потому что пока мы не избавимся от этого умонастроения и от этой склонности быть наслаждающимся, мы Control the senses or the mind. Мы не будем способны контролировать ни чувства, ни ум. This is called the change of heart. When we do this, this is called change of heart. И когда мы достигаем этого, это называется переменой сердца. I no longer think of myself as the enjoyer, I think of myself as a servant of Krishna. Я больше не думаю о себе как о наслаждающемся, я думаю о себе как о слуге Кришны. So then, when we can bring the mind under control, there's another very important aspect. И после того, как мы начинаем контролировать ум, есть другой очень важный аспект. And Krishna says there in 6.6 or 6.7, that for one who has conquered the mind, the super soul is reached. И Кришна говорит об этом, что для того, кто победил свой ум, кто поборол свой ум, он уже постиг параматму. This is what we want to accomplish by controlling the mind. И этого мы хотим добиться через контроль ума. How many voices are there in the consciousness? Сколько голосов присутствует в сознании? A lot of them. A lot. There's actually 4. На самом деле их 4. There's the mind, Есть ум, the intelligence, разум, the super soul, сверхдуша and the soul. и душа. Each of them, they appear in the consciousness. И каждый из них появляется в сознании. The consciousness is like the speaker, right? You got the speaker. Сознание это как говорящий. So the question is, who has the microphone? Сознание это как колонка, и вопрос в том, у кого микрофон. Who's speaking? Кто говорит? So you have to look and see what's going on up here. Who's talking? Ну вот, то есть нужно посмотреть и разобраться, кто там говорит. Is it about sense gratification?
То есть и о чем говорит? Говорят о чувственном наслаждении? Oh, that's my mind. Значит, это мой ум. Oh, and the intelligence, what's his business? А разум, чем он занимается? The intelligence discriminates based on one's long-term interest. И разум, он делает различия на далеких, на долгосрочном перспективе. Okay, so the Bhagavatam says this. The function of the intelligence is to discriminate on the basis of one's long-term interest. The business of the mind is to discriminate on the basis of sense gratification. То есть об этом говорит Бхагаватам, то что занятие ума это различать на основе далеких интереса, а ум различать на основе чувственного наслаждения. So then we look and see, is whatever's going on in the voice of the consciousness, is it for my long-term interest? Oh, this is the intelligence speaking. То есть, и если тот голос, который звучит в нашем сознании, говорит о каких-то дальних перспективах, значит, это мой разум. And so one generally can follow the intelligence. И, конечно же, в общем, можно следовать за голосом разума. Let's say the purified intelligence. Скажем, очищенного разума. I'll give you an example. Я сейчас приведу пример. In America, we have more people in prison in America than anywhere else. The highest percentage of people in prison is in America. То есть в Америке наибольший процент людей находится в тюрьмах, чем где бы то ни было. No doubt. And so there's some people, they think, well, these poor people, they're in prison because they had disadvantage in life, they didn't have a father at the home, or they were in poverty or something like this. И много людей не думают, что вот они в тюрьмах, потому что у них была какая-то проблема в жизни, у них не было того, чего они хотели, не было отца. And so they're thinking, well, we have to help these poor people, and so they started an education program to train them in computer skills. Или там не было денег, и они начинают развивать, открывать какие-то программы по обучению этих людей, там, скажем, какие-то компьютерные курсы. So they got skills, and so when they left prison, they could actually get a job and they could participate as good members of society. И то есть, и чтобы на тот момент, когда они оставят стены тюрьмы, они обрели какой-то навык и смогли стать полноценными гражданами общества. They developed their intelligence, right? То есть они развивают свой разум. But when they got out of prison, what they did was use the computer for computer crime. Но на деле то, что когда они выходили из тюрьмы, они использовали это знание для совершения киберпреступлений. Because they didn't have purified intelligence. Потому что у них не было очищенного разума. So purified intelligence is what we want to achieve. То есть и то, чего мы хотим достичь, это очищенный разум. What's my long-term interest? В чем заключаются мои вот эти вот долгосрочные вот перспективы? To get out of this world, go back to Godhead. Долгосрочный интерес — это уйти из материального мира и вернуться назад в I don't belong here. Get out of here. Я не принадлежу этому миру, мне пора уходить. And so whatever, so we have two basic rules of Krishna consciousness. То есть есть два основных правила в сознании Кришны. We accept those things that are favorable for devotional service, and we reject those things that are unfavorable. Мы принимаем то, что благоприятно для преданного служения, и отвергаем то, что неблагоприятно. And we use our intelligence to make this discrimination. И мы используем свой разум для того, чтобы отличить одно от другого. Okay. So there's the mind we can hear in the consciousness, the intelligence. There's also the super soul. То есть есть ум, ум, чей голос мы слышим в нашем сознании, есть также сверхдуша. What does he sound like? А о чем, как нам ее распознать? This is tricky. То есть это как бы такой вопрос подвох. Because he can say anything. Потому что сверхдуша может сказать все, что угодно. He can say something like, "Don't put your keys there; you'll forget them." Она может сказать: "Не ставь там ключи, ты их забудешь." And you put your keys there. И вы поставите себе туда ключи. And then later on, you're looking, "Where's my keys?" А потом вы бьете себя по карману и держите. That was the super soul telling me. I didn't listen to him. Это сверхдуша мне говорила, а я не слушал. He can tell you, "Take your umbrella today." Она может сказать: "Возьмите сегодня зонтик." But it did said on the internet, didn't say anything about rain. Но в интернете, в прогнозе там о дожде ничего не говорили. So we get mental. И мы попадаем под дождь. Don't take the umbrella, and then later on. То есть мы попадаем под влияние ума, и то есть не берем зонтик, и потом нас заливает. Oh, that was the super soul. Ах, это же была сверхдуша. He was telling me what to do. I didn't listen to him. Она говорила, что делать, а я не слушал.
Prabhupada, for example, I give you another example from Srila Prabhupada. Я вам приведу другой пример с Шрилой Прабхупадой. One time he was with one professor, and he was telling the professor, Krishna tells me what to say. И он общался с одним профессором, и он сказал ему, что Кришна говорит мне, что произносить, что говорить. And one of Prabhupada's leaders was with him and tried to correct Prabhupada, and he said, what Prabhupada means is Krishna gives him the intelligence what to say. One of the leaders, one of his sannyasis. И один из братьев Шрилы Прабхупады, из саньяси, он сказал, ну то, что хотел Шрила Прабхупада сказать, No, he said Prabhupada gives him Krishna gives him the intelligence what to say. То есть, как бы Шрила Прабхупада хотел сказать, что Кришна дает ему разум, что говорить. No, that's Srila Prabhupada. This devotee tried to correct Prabhupada and say, what he means is Krishna gives him the intelligence what to say. То есть этот преданный хотел поправить Шрилу Прабхупаду, что он хотел сказать, что Кришна дает ему разум того, что говорить. Om water. Very nice. And then Prabhupada corrected him and said, no, Krishna tells me what to say. И Шрила Прабхупада поправил его и сказал, нет, Кришна говорит мне, что говорит. Krishna's in the heart. Кришна пребывает в сердце. He's telling Prabhupada what to say. И он говорит Шриле Прабхупаде о том, что... And Prabhupada is surrendered, and whatever Krishna tells him, he says. Но Прабхупада, он предался Господу, и то, что Господь ему говорит... Maybe you've heard this one pastime of Giriraj Maharaj with Prabhupada. Возможно, вы слышали об этой лилии Гирираджа Махараджа из Шрилы Прабхупады. The first time that he met Srila Prabhupada. Первый раз, когда он встретил Шрилу Прабхупада. Giriraj Maharaj was the devotee who was in charge of the Bombay temple and helped to establish that Bombay temple in India. Гирираджа Махарадж, он был ответственен за начало деятельности храма в Бомбее. And so when he was just the first time, actually, I think the first time, he was coming to the temple for some time. And then Prabhupada came to Boston, where he was. И он был ответственен за храм, иногда приходил. И потом Шрила Прабхупада приехал в Бостон, где Гирираджа Махарадж пребывал. And he was the only one with the car, so the devotees asked him, will you drive us to go see Srila Prabhupada? И вот так как он был единственный, у кого была машина, преданные просили его, ты не подвезешь нас вот на Даршан Шри Прабхупаде? So he went with them, and Prabhupada gave a lecture and then took questions. И Шрила Прабхупада, он дал лекцию, и потом ему начали задавать вопросы. I don't remember what his question was, but it's not really that important. Я не помню, какой вопрос задал Гирираджа Махарадж. The answer to the question Prabhupada gave was, he says that depends on whether you want to be God or you want to try to be God or you want to serve God. Но ответ, который ему дал Шрила Прабхупада, он был, это зависит от того, ты пытаешься стать Богом или ты пытаешься ему служить. And Giriraj recognized at that point that this is my spiritual master. И в тот момент Гирираджа, он понял, что это мой духовный учитель. Because on the mirror in his bathroom, he had a little sticker. It said, "You are God." Потому что у него на зеркале был небольшой такой стикер, на котором было написано «Ты Бог». And so he was thinking like that. И вот он действительно думал таким образом. So much impersonalism. Yes, we are God. I am God. Да, то есть столько персонализма. Мы все Бог, я Бог. And so immediately when Prabhupada said that depends on whether you want to try to be God or whether you want to try to serve God, immediately he was thinking of this sticker on his bathroom mirror. То есть, и когда Шрила Прабхупада сказал, что это зависит от того, пытаешься ли ты стать Богом, либо ты пытаешься ему служить, он как раз вспомнил этот стикер на зеркале в ванной комнате. Now many devotees, you'll see if you watch these videos by Siddhanta Prabhu, my god brother, he's interviewing devotees and they're telling their pastimes with Srila Prabhupada. И множество преданных, вот видео, которые снимает Сиддханта Прабху, мой духовный брат, он берет интервью у преданных о их лилах с Шрилой Прабхупадой. And many devotees will say, it seemed like he could read my mind. И многие преданные говорят о том, что казалось, что он может читать мои мысли. But it's not that Prabhupada was reading the mind, he was simply saying what Krishna was telling him to say. Но на самом деле Шрила Прабхупада, он не читал, не то чтобы он читал мысли, он просто говорил то, что говорил ему Кришна. So this is called surrender. И это называется преданием. So, we control the senses, we control the mind, we give up the consciousness of being the enjoyer. Итак, мы контролируем наши чувства, мы контролируем наш ум, мы отказались от положения наслаждающего. We can bring the mind under control and now we can hear the super soul.
И вот мы теперь контролируем ум, и теперь мы можем слышать голос Параматмы в своей душе. Now we have to surrender. И теперь мы должны предаться. You've heard this word surrender, I guess, right? Вы слышали это слово «предаться»? Okay. This is what it means. Но вот это вот то, что это означает. To voluntarily do what Krishna is telling us to do. То есть добровольно делать то, что нам говорит Кришна. To act in harmony with Krishna. То есть действовать в гармонии с ним. Like if you have a pen, right? Если у вас есть ручка, Who's writing, the pen or you? кто пишет, ручка или вы? Well, the pen is writing, but under your direction. Ну, как бы пишет ручка, но под вашим руководством. So Krishna can use us, he will use us, but we have to surrender to him. То есть Кришна использует нас, он использует нас, но если мы подчинены ему, He will tell us what to say. он будет говорить нам, что говорить. He will tell us where to go, what to do. Он скажет нам, куда идти, что делать. But we have to surrender. Но мы должны предаться. So later now in Bhagavad-Gita, Krishna explains this, 1857. И дальше в 57 стихе 18 главы Кришна это объясняет. Во всех делах и начинаниях всегда полагайся на меня и помни, что ты находишься под моей защитой. Таким образом, занимаясь преданным служением, всегда думай обо мне. In all activities depend upon me, work always under my protection. In such devotional service, be fully conscious of me. Be fully conscious of me. How? То есть, как бы всегда думай обо мне, но как? As super soul. То есть, о своей душе. Be conscious. This means Krishna conscious. То есть, всегда думай обо мне, то есть будь в сознании Кришны. And we're talking about becoming Krishna conscious. That's what we want to do. То есть, мы говорим о том, как стать, прийти в сознание Кришны. So this means becoming conscious of Krishna in the heart. То есть, это означает прийти вот до этого уровня сознания Кришны, достичь его в душу, в сердце. And when this is possible on the transcendental platform. Or let's say, when we achieve this, this is the transcendental platform. То есть, это доступно на трансцендентном уровне, или обретение этого происходит на трансцендентном уровне. And in the next sloka, Krishna explains what happens if we don't. А в следующей шлоке Кришна объясняет, что случится, если мы не будем действовать таким образом. Всегда думай обо мне, ты моей милостью преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. Если же ты будешь действовать, побуждаемый ложным эго, не слушая моих указаний и не помятуя обо мне, то потеряешь себя. If you become conscious of me and surrender, you will pass over all the obstacles by my grace. То есть, если ты будешь сознавать меня и предашься, то ты моей милостью преодолеешь все препятствия. But if you don't and act through false ego, too bad. Но если ты не будешь действовать таким образом и будешь действовать под влиянием ложного эго, очень жаль. So, this is then the next step, surrender, to actually follow this instruction of Krishna. То есть это следующий шаг предания, то есть действительно следовать наставлениям Кришны. When we do that, we become free from duality, we become free from the influence of the gunas. И то есть и действуя таким образом, мы выходим из-под влияния двойственности и выходим из-под влияния гун. This is called the stage of nishta. То есть это называется уровнем нишки. Steadiness in devotional service. То есть твердого преданного служения. And this is at the threshold of the transcendental position. Это порог Transcendental position. Это как бы является порогом до трансцендентного уровня. Transcendental means to be free from the influence of the gunas. То есть трансцендентно означает быть вне влияния гун материальной природы. And we do that when we control the mind. И мы достигаем этого, когда мы контролируем ум. Okay. So this is the process of self-realization given by Bhagavad-Gita. То есть и этот процесс самореализации, который дан в Бхагавад-Гите. Okay, we'll go through it all. То есть и мы пройдем его весь целиком. Control the senses. То есть контроль чувств. This creates a duality. Это создает двойственность внутри. Who am I? Кто же я? Then we get to distinguish between the body and something else, the intelligence. То есть мы должны потом делать различия между телом и чем-то другим, разумом. We do this on the basis of purified intelligence, following the instructions of the spiritual master. И мы делаем это на основании очищенного разума, следуя наставлениям духовного учителя. Then we also have to control the mind. И также потом мы должны контролировать ум. We do this by meditation, by practice of japa. И мы делаем это через медитацию, через практику джапы.
We purify the senses by positive activities of devotional service. Мы очищаем чувства через позитивную практику преданного служения. Cleaning the temple, cooking for Krishna, and doing something in relation for Krishna with our body. То есть, моя храм, готовля еду, то есть вовлекая чувства в служение Кришне. So then we endeavor to bring the mind under control. We practice to do that, and when we give up the mentality of being the enjoyer, we can be successful. И таким образом мы практикуемся в контроле ума, и после этого, когда мы этого достигаем, мы избавляемся от умонастроения, что я наслаждающийся. At that point, we can rise above duality. И вот с этого момента мы возвышаемся над двойственностью. We can hear the super soul and distinguish the voice of the super soul. Мы можем слышать голос Параматмы и можем отличать его, различать его. Then we get to surrender. И после этого мы подходим к уровню предания. And when we surrender to the super soul, we will pass over all the obstacles of conditioned life. И после того, как мы предадимся сверхдуше, мы преодолеем все препятствия обусловленной жизни. And achieve the transcendental platform. И достигнем трансцендентного уровня. Okay? Задача. Okay, вопросы? Повторите, пожалуйста, еще раз, как это, когда читаешь джапу. 10 секунд. Да, вот это еще раз. Can you repeat how to chant japa this 10 seconds? Just 3 mantras at a time. То есть 3 мантры за раз. That's all. 3 by 3 by 3. То есть 3 через 3 через 3. Just control my mind for 3 То mantras. есть я просто контролирую ум на протяжении 3 мантр. That's all. И все. Звук или ум? Контролирую ум. Хорошо, но следующее, опять во время джапы. During japa. Да. То есть конкретно на эти пальцы, в смысле, так оно написано. And should I look always at these 3 fingers? Don't make it complicated. It's not very difficult. То есть это Just 2 mantras, 3 mantras, just for a short time. Very interesting. То есть 2 мантры, 3 мантры. Просто на короткое время концентрируйтесь. Okay. You can tap your fingers, you can count, you can just, whatever works. То есть вы можете там перебирать пальцы или как-то по-другому считать, но то, что действует для вас. The point is you try to control your mind for a very short period of time. То есть суть в том, что вы концентрируете свой ум на очень короткое время. Okay. In practice. Практиковать. And you should, I suggest that maybe if you try this, you talk to each other and you see, did you try it? Now, what kind of result did you get? То есть и вы можете вот, так как вы будете это попробовать, можете обсуждать друг с другом, вы попробовали или нет, и работало, какой был результат. Я хотела спросить, как на нашем уровне различить, что нам говорит ум, или параматма, или... I wanted to ask how on our level, we can distinguish the voice of Paramatma and the voice of mind. What's the function of the mind? Какова функция ума? No. On your level, you will not be able to do that. Нет, на вашем уровне вы не сможете этого сделать. You can't. For the conditioned soul, it's impossible. То есть для обусловленной души это невозможно. Therefore, the super soul appears externally as the spiritual master. И поэтому сверхдуша, она проявляется через такое внешнее проявление, как духовный учитель. This is Srila Prabhupada. И это Шрила Прабхупада. Srila Prabhupada's books. То есть через книги Шрилы Прабхупады. And the other senior devotees who are giving us guidance. И другие старшие преданные, которые очень добры к нам. And in some cases, it may be your Diksha Guru. И в других случаях, может быть, это ваш духовный учитель. So Krishna is there, he's helping us in many different ways. То есть Кришна, он помогает нам различными способами. When we have brought the mind under control, then we can understand the distinction between the mind and super soul. То есть только когда мы сможем контролировать ум, мы поймем разницу между им и Параматмой. Вы говорили о 4 голосах, когда мы начинаем контролировать наш ум. Это первый голос ума, второй голос разума, третий голос сверхдуши и 4-й голос души. Что с ним делать? Можете немножко рассказать об этом? Что делать с голосом души? Да,
понятно, нужно слушать Параматму, а голос души, какую он роль играет в этом? You said that when we become to control mind, our mind, can we distinguish four voices of the mind, of the intelligence, of the super soul, and the voice of the soul. What role has the voice of the soul? What to do with it? Very good. The soul is always pure. То есть душа, она всегда чиста. The soul is never contaminated by contact with the material energy. То есть душа никогда не оскверняется через контакт с материальной природой. Our illusion only comes from identification with the body and the mind. То есть наша иллюзия происходит только через отождествление себя с телом и умом. Once we give up that illusion, we can come in contact with our own self. И когда мы избавимся от этой иллюзии, мы сможем найти контакт с самим собой. Self-realization. То есть самореализация. I'm in contact with me, the spiritual being. То есть постижение себя, я вхожу в контакт с самим собой, как с духовной личностью. And because the soul is always pure, the desires of the soul are always in relationship to Krishna. И так как душа, она всегда чиста, ее желания, они всегда связаны с Кришной. And they show up a little differently than the mind or the intelligence. И их всегда можно отличить, ее голос всегда можно отличить, так они отличаются от ума. Where's the soul located? То есть где находится душа? В сердце. And what's the business of the heart? А какова деятельность сердца? Какая задача? Служить Кришне. Business of the mind is thinking. Business of the heart is. То есть тело ума это задача ума это думать, задача сердца Давать направленность. Feel. Чувствовать. Feel. So, from the super soul and the soul in the heart, the voice comes more as a feeling. То есть от сверхдуши и от души их голоса, они идут как чувства. I feel like I should do this. То есть вот мне кажется, я чувствую, что я должен делать Can you say это. that? Когда-нибудь You say that in Russian? Yeah. I have a feeling. Something inside of me is telling me. То есть что-то изнутри меня побуждает, что-то говорит мне. Yeah. So this is the voice of the. So it's subtle. It's a subtle distinction, and one has to practice with this. То есть это очень тонкая разница, тонкая грань между ними, это надо практиковать. А скажите, пожалуйста, все-таки развивать отношения нужно с Параматмой или все-таки с личностью, с Кришной, как с личностью? Can you please tell me, should we develop our relationship with Paramatma or with the personality, with Krishna? They're one and the same thing. То есть это одна и та же личность. They're not different. То есть они не отличны. Krishna. Go ahead. But the wise, they make this distinction between Krishna and Paramatma. Krishna manifests himself in different ways for different purposes. То есть Кришна проявляет себя в различных аспектах с разными целями. So we spoke about that yesterday about ordination. То есть вчера мы об этом говорили. So the Lord directs the wanderings. See, the understanding of the super soul is explained in the 15th chapter of Bhagavad-Ghiты. То есть Господь Он направляет скитание души. То есть это все объясняется в 15 главе Бхагавад-Гиты. There it's explained that seated in the heart, Krishna is directing the wanderings of all living entities. То есть и также говорится, что Кришна, пребывая в сердце, Он управляет скитаниями всех живых существ. In your last life, you had a desire for such and such a thing. Here is your opportunity. Go here. То есть вот в прошлой жизни у тебя было вот такое вот желание, и вот сейчас у тебя есть эта возможность, иди туда. So, Krishna is directing everybody. То есть Кришна, Он всем указывает путь. But things change when we actually desire Him. Но вещи меняются, то есть положение вещей меняется, когда мы начинаем желать Кришну. Now, how do we desire Him? А вот как начать желать Его? We have to decide this. То есть мы это сами должны решить. See all these different relationships? То есть видите все эти различные взаимоотношения? Each of us, we can have one of these types of relationships. То есть мы, каждый из нас, мы можем иметь такие взаимоотношения, такой тип взаимоотношений. Which one? А какой именно? You want to be a friend? You want to be a lover? You want to be cow? You want to be grass, trees, birds, mother, father? То есть кем вы хотите быть другом, вы хотите быть возлюбленным, вы хотите быть коровой, там травинкой или птичкой или матерью или отцом. This we begin to explore when we begin Raganuga Sadhana Bhakti.
То есть и это мы начинаем познавать на уровне Рагануга-саманабхакти. And we don't begin that until we've achieved this stage of nishta, of bringing the mind and the senses under control. То есть мы не начинаем это практиковать до уровня нишки, пока наш ум не становится подвластным нам. When we begin to desire a relationship with Krishna in a particular way, the supersoul will assist us in achieving that relationship. И когда мы начнем так или иначе желать взаимоотношений с самим Кришной, сверхдуша начнет нам помогать в достижении этого. So there's no distinction between supersoul and Krishna. Поэтому нет никакой разницы между сверхдушой и Кришной. Можно вопрос про санкиртану? Вы в своей лекции сказали, что когда мы Кришне подчиняемся, то Он нам помогает. Вот, например, человек нашел себя как санкиртанщик. И санкиртана для него это уже смысл жизни. Что делать, когда вот тело начинает диктовать, и идет такой вот ум, как задать этот вопрос? Ну, перейдите, я здесь. So it's Sankirtan question. When a person during his practice of Krishna consciousness defines himself as a Sankirtan devotee, and when at one moment the body its functions become going down, то есть тело начинает не слушаться, не работать. Да, начинает диктовать, The body becomes to dictate you. но потом начинаешь понимать, что Кришна забирает здоровье, чтобы санкиртана какая-то другая была. But then you become understanding that Krishna is taking away your health, that to change the features of your sankirtana. И нетрадиционная санкиртана, естественно. So the sankirtana takes the untraditional features. Ну какой, например, This is a material designation. Это материальное отождествление. It's connected with this body. То есть это связано с телом. Transcendental, our actual relationship with Krishna is we accept the Gaudiya Vaishnava, accept 1 of 4 relationships. То есть наши взаимоотношения с Кришной, то есть Гаудия Вайшнава, они принимают 4 типа взаимоотношений с Кришной. So you may do book distribution as your devotional service. То есть вы можете распространять книги, и это будет в вашем преданном служении. But this is not who you are. Но это не то, кем вы являетесь. You have to develop your relationship with Krishna. Вы должны развивать ваши взаимоотношения с Кришной. And it does not happen automatically. You have to actually make this endeavor. То есть это не происходит автоматически, вы должны прикладывать усилия. This is called Raganuga Sadhana Bhakti. И это называется Рагануга Садхана Бхакти. So, maybe tomorrow night we'll speak more about that. Может быть, завтра вечером мы как раз больше об этом поговорим. What else? Еще вопрос. Как происходит сам процесс отождествления себя с умом? То есть я понимаю, я не ум, или как вот, или замена каких-то других мыслей, а не правильно кого-то. How this process of Speak up. How this process of understanding that I am not mind is which are the stages, which are the levels of it? How does it? It's some thought in the mind, or how we distinct us from the mind? It happens automatically. Это происходит автоматически. As we purify the senses, the intelligence, and the mind. То есть как только мы очистим чувства, разум и ум, and specifically when we have this change of heart and give up this consciousness of being the enjoyer, и когда у нас произойдет эта перемена в сердце, и мы перестанем отождествлять себя с наслаждающимся, the nature of the mind changes. то есть природа ума, она меняется. Then he becomes our friend. И он становится нашим другом. And this happens in a very subtle way. There's nothing, not some big, explosion in the sky or sound or something. То есть это происходит очень тонко, нет никакого большого взрыва в небе. But you will see the nature of the mind. He won't be this rascal that he used to be. This rascal.
Но вы увидите вот эту перемену в природе ума, он перестанет быть этаким негодяем. You get some relief. Сразу почувствуйте освобождение. Instead of your mind pushing you all the time for sense gratification, you finally get some relief. Вы почувствуете облегчение, кто-то ум перестанет вас подталкивать чувственным наслаждением. And you will recognize that. И это вы сразу это почувствуете, поймете. You will see Krishna. He has Krishna's in the heart, and he's dealing with us all the time. То есть вы увидите, что Кришна в сердце. And you will see, he will, just like Prabhupada said, Krishna tells me what to say, Krishna will tell you what to say. То есть Кришна постоянно этим занимается, подобно тому, как Шрила Прабхупада, Кришна говорил ему, что сказать, вы с вами произойдет то же самое. And you'll recognize that as Krishna. И вы сразу узнаете, что это Кришна. And it'll be wonderful. И это будет замечательно. And you go, wow, something comes out of my mouth, where did that come from? То есть какие-то, что я сейчас сказал, вот это откуда сейчас пришло? Just like Ramananda Roy, when he met Lord Chaitanya, Lord Chaitanya was asking him, tell me about this, different aspects of devotional service. And Ramananda Roy said, I don't know where these things are coming from, you're making me speak. То есть это подобно тому, когда Рамананда Рай встретил Господа Чайтанью, Господь Чайтанья начал расспрашивать его о различных аспектах преданного служения, и Рамананда Рай, он сказал, что я не знаю, откуда эти слова исходят, то есть откуда я знаю все это, видимо, ты говоришь мне. So that will happen to you. То же самое случится и с вами. And you, and you, and you, and you, and you, and you. Со всеми вами. Everyone. С каждым. And you'll recognize that's Krishna. И вы признаете, что да, это Кришна. Других живых существ, которые в нас живут, тоже есть голоса? Можно подчинять под наш разум? Их можно подчинять под наш разум? So the other living beings which are living in our body, can we what? To obey. Can we what? Задача. Obey. Can we control the mind of this living being? Нет, мы не можем. No, that they're there by their karma. То есть у них есть своя собственная карма. I mean, there's so many living entities in this body. То есть в этом теле находится столько живых существ. But they benefit by your chanting Hare Krishna. То есть, они получают благо от вашего повторения Харе Кришны. They also help to digest Krishna Prasadam. И также участвуют, помогают переваривать Кришна Прасад. So they're getting benefit. То есть они также получают благо. Кришна дал универсальные принципы на Кали-юге. Мы сейчас их рассматриваем, мы объясняем. Но так как сейчас век Кали, так как он влияет также и с внешней стороны, и изнутри он проникает. Может ли кто-то сказать немножко о влиянии Кали, непосредственно влияние нашего ума, тонкие, грубые влияния? Krishna gave these principles in Bhagavad-Gita just before the Kali Yuga started. And Kali Yuga is everything is subjected to the influence of Kali Yuga. And can you give more specific information about how Kali Yuga it affects on our mind externally and internally? It has subtle influence. So how does that? You don't have to think about these things. То есть об этом не нужно думать. You know, the influence of Kali is there. It creates an environment for people who want to do simple things. It creates an environment for them. То есть Кали-юга, она создает среду для людей, которые хотят грешить. This earth is, at different times, is given to different people so that they can have their field of activities. То есть эта земля, она отдается в различное время разным личностям для того, чтобы они были свободны делать то, что вот они хотят. So there's very many fallen souls, and so Kali Yuga, the earth is given to them. То есть есть очень много падших душ, и вот во время Кали-юги земля отдается именно им. And because they have sinful desires, an environment is created by Kali to facilitate
their satisfaction of their sinful desires. И так как у этих душ есть греховные желания, то кали, он способствует исполнению их греховных желаний. But this is why, but we can rise above these influences by taking shelter of the Mahamantra. Но мы можем подняться над влиянием, над этим влиянием, предавшись воспеванию Махамантры. Well, let me tell you a story about that. Позвольте, я расскажу вам историю об этом. One time I was working in San Francisco. Однажды я работал в Сан-Франциско. And one fellow at my office, he was taking classes at the Psychic Institute. He was learning extrasensory techniques. И один мой коллега, он занимался в каком-то психологическом институте, он занимался экстрасенсорными, да, всякими способностями. And so the students at the school, they could bring a friend to the school to have a reading of their aura. То есть и вот учащиеся этой школы, они могли привести друзей как бы для вот считывания ауры, там, чтения ауры. So he asked me if I wanted to go, and I said, yeah, that'll be fun. И вот меня спросили, хочу ли я пойти, я сказал, да, конечно, почему нет. So we went into a room about 4 times the size of this, very big room. То есть и мы зашли в комнату, которая была в 4 раза больше, чем эта. Это была очень большая комната. And there were 4 different stations set up where 3 students, they would sit opposite of the person whose aura they were reading. И там было как бы 4 места, где 3 студента сидели напротив того человека, вот чью ауру они считывали. So my friend sat down in one place, I sat down in the other place. То есть мой друг сел в одном месте, а я сел напротив. In a few minutes I could hear them saying to him, your aura is this color and that color. И через некоторое время я услышал, как они начали говорить, ваша аура вот она такая, и цвет у нее такой-то. Well, the students who were supposed to be reading my aura, of course they were sitting with their eyes closed because you don't need eyes for this, it's all done on a psychic basis. То есть и вот те студенты, которые должны были считывать мою ауру, они, конечно, сидели с закрытыми глазами, потому что это происходит через вот этот на психическом уровне. Экстрасенсорном уровне. So, and they were making big yawns, so they were sitting there like this. И они зевали так очень широко. And so I'm thinking, well, you know, this is crazy. What's going on here? Я думал, что за безумие происходит? There was one teacher in the room, and she kept walking back and forth and looking at me. То есть и там был преподаватель, и она ходила вперед и назад, поглядывая на меня. And she would look from my feet up to my head, back down to my feet. И она рассматривала меня с ног до головы, и потом снова. And 3 or 4 times she did that. То есть 3-4 раза она таким образом прошла. She's going like this. Просто ходила. Finally she says, excuse me, do you have a spiritual teacher? И она сказала, простите, а у вас есть духовный учитель? Yes, I do. Да, у меня есть. Who is that? А кем он является? A.C. Bhaktivеданта Swami. Бхактиведанта с вами. Well, he must be very powerful because you see, we cannot see your aura. Ну, значит, он очень могущественный, потому что, видите, мы не можем увидеть вашу ауру. You're surrounded by this column of white light, and we can't see inside that. То есть вас окружает вот это вот столб слепящего света, и мы не можем увидеть, заглянуть за него. And what is that white light? Where is that from? Но этот вот слепящий свет, белый свет, откуда он? This is the protection we get, the spiritual protection we get from Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, from japa. То есть это вот та защита, которую мы получаем от джапы. Okay, and I know that. There's a little bit more to the story. I know that's from japa. И как бы, я знаю, что это от джапы. When they offered the class again, I thought it would be interesting. I could tell these people had some ability, so I thought it would be interesting to have some psychic ability like this. То есть, и как бы так как эти люди интересовались всякими этими экстрасенсорными, то я подумал, что я могу с ними чем-то поделиться, так как они хотят вот этих вот сил. So I signed up to take the class. И я записался на урок. And I was going. The classes were about 3 months long. И вот это вот курс был длительностью 3 месяца. And in the course of that, I think I must have stopped chanting japa. I don't remember very clearly, but I think I must have stopped chanting japa.
но где-то в середине курса, по-моему, я должен, ну то есть я перестал воспевать свою мантру. Because I had a lot of different psychic readings, but nobody ever said anything about this white light. То есть, потому что я занимался вот всеми этими экстрасенсорными там занятиями, то есть я забыл про это. Yeah, they didn't say anything about it. So, you know, they were giving me psychic readings, but nobody said anything about this white light. То есть, и меня продолжали, ну то есть мою ауру считывали, но мне перестали говорить об этом белом свете. So I signed up for the second class also. I finished the first class, signed up for the second class. То есть я вот закончил вот это вот первое занятие и записался на второе. And I must have started chanting japa then. И тогда я опять вновь возобновил свою джапу. Because I remember clearly when I came into class, the teacher, he did that, he looked at me like this, he said, "Oh, what are you doing? You're doing some meditation, huh?" И так как я помню точно, что вот на тот момент я зашел в комнату, и учитель оглядел меня и так: "О, ты медитируешь, да?" I said, "Yeah." Сказал: "Да." He said, "Don't do that, we don't like that." Он сказал: "Не делай это, нам это не нравится." Okay. Я сказал: "Ну ладно." But I continued to chant. Но я продолжил воспевать. The next week I come to class again. И на следующей неделе я опять пришел на As занятие. soon as I come through the door, he's looking at me like that. "Oh, you're still doing this meditation." И я зашел, и меня опять оглядели и сказали: "Да, ты все еще занимаешься этой медитацией, да?" He said, "Don't do that, we don't like that." И они сказали: "Не делай этого, нам это не нравится." Third week, same thing. На третьей неделе произошло то же самое. I come in the door and he said, "I thought I told you to stop doing that." И как только я зашел, мне сразу сказали: "Кажется, мы тебя попросили перестать это делать." And I said, "Well, that doesn't mean I'm going to." Но это не значит, что я должен перестать. He said, "Look, you don't understand. И они сказали: "Послушай, ты не понимаешь. When you come in this room, you change the energy in this entire room." То есть, как только ты заходишь в эту комнату, ты полностью меняешь в ней энергетику. And I don't like that. Мне это не нравится. So if you're not going to stop, don't come back. Поэтому, если ты не перестанешь, то не возвращайся. So I turned around and left. И я развернулся и ушел. So, this is a result of chanting Hare Krishna. И это результат воспевания Харе Кришны. Not only do we get protected, but we influence everybody that's around us. То есть не только мы обретаем эту защиту, но мы и влияем на всех окружающих нас. So these people who have this ability, they can see this. И люди, у которых есть этот дар, то есть они могут это видеть, есть эта способность. So this influence of Kali is insignificant for a devotee who's actually taking shelter of Krishna and serving Krishna and practicing sadhana bhakti. То есть, влияние Кали-юги, оно незначительно для того, кто практикует вот это сознание Кришны и преданное служение. So you don't have to worry about that. Поэтому об этом вам не нужно беспокоиться. В начале лекции вы рассказывали, что чтобы развивать наше физическое тело, мы должны питаться, там, чистить тело. А чтобы развивать духовное тело, что мы должны делать? In the beginning you said that in order to develop our material, развивать наше материальное тело. To maintain our body. To maintain our body, we have to eat to clean this body. But what have to do in order to develop spiritual body? Чтобы развить духовное тело. That spiritual body is developed through meditation. Это духовное тело, оно развивается через медитацию. Through desire. То есть через желание. This whole, the whole universe, the whole creation, the spiritual world and the material world work on the same principle. То есть вся Вселенная, весь мир, то есть духовный мир, материальный, они все работают по этому принципу. Everything works on the basis of desire. Все работает на основе желания. How does Krishna create? То есть, как Кришна создает? He desires. Он желает. And by his energies, automatically they come into play. They create this material world. То есть и его энергии, они приходят и создают этот материальный мир. How do we create? Как мы создаем? By desire. То есть тоже желание. How many of you have seen the movie The Secret? Сколько из вас видели фильм «Секрет»? Okay. More the girls than the men. Больше женщин, чем мужчин. Anyway, it's a good movie. It's a good video to watch. То есть это неплохой фильм для того, чтобы посмотреть его. They don't understand the principle, but what they're explaining is karma. Ну, то есть они не понимают принцип, но то, что они объясняют, это карма. And they say you can have anything that you want by simply desiring.
То есть они говорят, что ты можешь получить абсолютно все, что угодно, просто этого желая. They leave out some important information. То есть они, конечно, то есть самую важную информацию они не говорят и не озвучивают. If you don't have the karma for it, you won't get it in this life. То есть если у вас нет кармы, то вы в этой жизни этого не получите. And it will require you to come back maybe again and again and again until you get that thing. То есть и вам придется вновь и вновь возвращаться, пока вы эту вещь не получите. Maybe I didn't want it that bad. То есть, может быть, не так сильно, и мне этого не хотелось. Too bad. Once you make the desire, you have to come back. Ну, то есть, как только ты пожелал, то все, тебе придется вернуться, чтобы это получить. You should practice with this and see how it operates in your life. То есть вы должны это практиковать и увидеть, как это происходит в вашей жизни. I gave a seminar on karma several years ago at the Lithuanian festival. Несколько лет на фестивале в Литве я давал семинар по карме. And I think that was translated in Russian. И, кажется, он есть переведен на русский язык. Anyway, you can try to find that if you want to see that. Ну, вы можете его поискать, если вам это интересно. But one thing that I recommended to the devotees, just to see how this works, is to make a little experiment. Но то, что вот я рекомендую преданным, это просто, чтобы познакомиться вот с тем, как это действует, это небольшой эксперимент. Take a piece of paper, write down 10 things that you want, you would like to have. Возьмите лист бумаги, напишите на нем 10 вещей, которых вам хотелось бы иметь. Just write them down. Просто запишите. Fold the paper up, put it in a book on the drawer, on some shelf. Don't even think about it. То есть сложите бумагу и поставьте ее, просто не задумываясь, просто куда-то на полку или в книгу. Within a year, 3 or 4 of those things will come to you without even endeavoring. То есть 3 или 4 вещи через год они просто придут к вам без особого труда. And then you get to understand how karma is working simply by desire. И тогда вы увидите, как карма работает просто через желание. And then you understand even more how important it is to control your desires. И даже больше вы тогда поймете, почему очень важно контролировать свои желания. And that means control your mind. И это означает контролировать ваш ум. Right? Because where are the desires coming from? Правильно? Потому что откуда берутся желания? The mind. Из ума. So, anyway, try that. То есть попробуйте. You can make a lot of I can tell you so many stories about this. То есть я могу рассказать очень много историй на эту тему. When I was, my wife and I one time we were looking for a house to rent. Мы с женой искали вот дом, чтобы снимать его. And I told her, let's write down a list of all the things we want in our house, so that will make it easier for us to get the house. И я предложил жене, что давай мы составим список тех вещей, которые мы хотим видеть в доме, чтобы было проще выбирать. And she thought, no, if we become very specific, it will make it harder to get the house. Но она сказала, нет, если мы будем очень такими придирчивыми, то будет очень сложно выбрать дом. But I convinced her, no, it will make it easier, because we're expressing our desire. What do we want? Но я сказал, нет, будет легче, потому что мы выражаем свое желание, то, чего мы хотим. So here's our list. И вот наш список. We wanted a nice landlord, somebody who was very agreeable and easy to get along with. Мы хотели хорошего арендодателя, доброго человека. We had blue furniture, so we wanted a carpet that was gray in color, not brown. Yeah. Да, мы хотели синюю мебель и серый ковер. We wanted to have gas cooking stove instead of electric stove. То есть серый, а не коричневый. И мы хотели газовую плиту вместо электрической. It had to be within 2 miles of the temple. Он должен был быть в радиусе 2 миль от храма. Anyway, I forget, there was some other things on the list. И там в списке еще было много вещей. Oh yeah, it should come to us very easily. Он должен был достаться очень легко. Practically without even trying it. It will come to us. То есть практически без усилий, вот он сам должен был прийти к нам. So about 2 weeks later, one devotee in the temple says, I have a friend who has a house for rent. Here, you go call him up and go see it. То есть и через 2 недели один преданный сказал, что вот мой друг сдает дом, может вы хотели бы пойти и посмотреть. So we went to see it. It was everything on their list. То есть мы пошли посмотреть, и там было абсолютно все, что было в списке. Except one room had a brown carpet. Ну, хотя разве в одной комнате там был коричневый ковер. And when my wife saw that, she gasped. То есть когда моя жена увидела, она вздрогнула, удивилась. She said, I didn't want to tell you, but I wanted one room with a brown carpet. Я тебе не говорила, но я хотела одну комнату с коричневым ковром.
I can tell you many stories. То есть у меня очень много таких историй. Anyway, you try it yourself and you understand how it works. Then you're motivated to control your mind. То есть так попробуйте, чтобы понять, что это действительно работает, чтобы у вас была мотивация действительно контролировать свой ум. Every thought is a desire. То есть каждая мысль — это желание. Therefore, always keep your mind on Krishna. То есть поэтому всегда думайте о Кришне, фокусируйте ум на Кришне. You're the philosopher, you have all the questions. Можно ли отменить какое-нибудь желание? Мы поняли, что это нехорошее желание, можно его отменить? How can we stop this desire if we've already desired, but we understood that it's... Yeah. Okay, that's the process of devotional service. И это процесс, да, это процесс преданного служения. By practicing Krishna consciousness, all these other, desires are there. There's some in the form of seeds, some are in the form of little sprouts, and some have grown and they're giving fruit, which is when we actually get the result. То есть желания, они могут быть в форме семени, или в форме ростка, или непосредственно плода, то есть когда мы пожинаем результат. So just like seeds, there's many seeds in the ground. They don't come, but they come when the environment is proper for them to grow. Ну, то есть, и подобно этому, вот в земле есть очень много семян этих желаний, и они взойдут, когда условия будут подходящими. So there's unlimited amount of desire seeds that are just sitting there waiting for the proper environment, the proper time. То есть, и есть огромное, бесчисленное количество этих семян желаний, которые просто ждут подходящего времени для того, чтобы взойти. But the example is given, just like when a fire comes through the forest, it burns all these seeds, and they can no longer sprout. Но есть такой пример, что вот как лес, подобно тому, когда его охватывает пламя, и эти все семечки, они не могут взойти. So by practicing Krishna consciousness, sadhana bhakti, automatically all these seeds, these former desire seeds, are all burnt to ashes, and they will not act. И точно таким же образом, через преданное служение, все эти семена, они просто сгорают в прах и не дают плодов. Let's understand what does it mean when you take initiation, your spiritual master takes all of your karma. То есть давайте поймем, что в момент инициации ваш духовный учитель забирает всю вашу карму. You've heard that, yes? То есть вы об этом слышали, да? And we usually think of karma as this big bag of yucky stuff that we go, oh, yeah, here. Чаще всего мы представляем, что карма — это большой мешок каких-то отвратительных вещей, которые мы с радостью как бы отдаем, и все. Thank you, Gurudev. Спасибо, Гурудев. It doesn't quite work like that. То есть это не работает таким образом. How does the spiritual master take our karma? То есть каким образом духовный учитель забирает нашу карму? He gives us instructions what to do. Он дает нам наставление, что делать. And if we follow those instructions, the karma is gone. То есть если мы следуем этим наставлениям, то карма, она исчезает. It gets burned up by our activities in devotional service. Она сгорает благодаря нашей деятельности в преданном служении. If we don't follow Gurudev, the karma is not gone. То есть, но если мы не следуем наставлениям Гурудева, то карма, она также никуда не девается. Oh yeah, and we want Gurudev to take the bad karma, but not the good karma. I'll keep it. И мы всегда хотим, чтобы Гуру он забрал плохую карму, но хорошую оставил. Like that. Anyway, it doesn't work like that. Но оно не работает таким образом. If we follow Gurudev's instructions, we become free by the powerful process of sadhana bhakti. То есть, если мы следуем наставлениям нашего духовного учителя, то благодаря могуществу преданного служения, процесса садхана бхакти, мы освобождаемся от кармы. By coming to this transcendental platform. То есть, возвышаясь до уровня этого трансцендентной платформы. And what do we desire on that transcendental platform? То есть, и чего мы начинаем желать на этом духовном уровне? Nothing material. Ничего материального. Only Krishna. Только Кришна. Только Кришна. And so those former desires, because we don't want them, we're not interested in them anymore. They can't act. Но и эти прошлые желания, так как мы в них не заинтересованы, они не могут зайти, то есть они не могут действовать. So if you want to become free from your karma, если ты хочешь избавиться от своей кармы, follow the rules of sadhana bhakti. следуйте правилам садхана бхакти. Маленький вопрос, почему тогда вот в истории с Дрювом Махараджем, то есть Кришне сама пришлось исполнить его желание, хотя он не хотел. Хотя как бы он уже предался Кришне, у него уже не было такого желания, кто это было раньше, он Кришне сама исполнил. But in this level of Dhruva Maharaj, why
Krishna gave him his desire, even though he surrendered to the Lord and didn't desire it anymore. Yeah, he also did that with Bali. Он также то же самое было с Балем Махараджем. Because Dhruva, he went there, he said, I've come looking for broken glass, but you give me a valuable diamond. То есть, да, Dhruva Махарадж сказал, что я искал осколки разбитого стекла, а ты дал мне бриллиант. Dhruva Maharaj was purified by the touch of the conch shell, the Lord's conch shell. Dhruva Махарадж очистился от прикосновения раковины Господа. So maybe these desires, they're lingering. They didn't follow. He wasn't following this process of bhakti yoga, the way we do. Может быть, они не следовали тем принципам так бхакти-йоги, каким образом следуем мы. So maybe there was some lingering desire. I don't know. Lingering. The desire didn't go away completely or something. То есть, может быть, было какое-то потаенное желание, которое полностью не ушло. Anyway, it's a little speculative. Ну, такая же небольшая спекуляция. But we just take it that that Krishna, he understood this is what Dhruva wanted in some way, and so he gave it to him. Ну, так мы это воспринимаем, что Кришна, вот он понял, что Dhruva Махарадж как бы этого хочет, и он дал это ему. Oh yeah, so this same process is working to take us to the spiritual world. I forgot. И тот же самый процесс, он работает для возвышения нас в духовный мир. How do we go to the spiritual world? Как мы можем отправиться в духовный мир? Desire. То есть желание. Same thing. То же самое. We have to develop a desire to want to be with Krishna there. То есть мы должны развить желание быть рядом с Кришной там. So this first requires that we become purified from our material desires. То есть для начала нужно очиститься от наших материальных желаний. By engaging in devotional service. То есть занимаясь преданным служением. As we become purified, we no longer desire anything material. То есть и с нашим очищением мы перестаем желать что-либо материальное. We develop desire Krishna more and more. То есть мы развиваем желание вот Кришны, и оно становится все сильнее и сильнее. And so then as we continue through the process of sadhana bhakti, we develop a desire for a particular relationship with Krishna. То есть и с течением с нашим следованием садхана бхакти это желание и конкретное отношение в отношениях с Кришной, конкретная раса, она раскрывается, становится все сильнее. And it's that desire which develops our spiritual transcendental body. И это то желание, которое развивает наше духовное тело, создает. So the same thing is operating either materially or spiritually. То есть это работает как для духовного, так и для материального. And we simply have to know how to apply that desire. То есть мы просто должны понять, как применить это желание. Let me develop a desire to please Krishna in a particular way. Сейчас я буду развивать желание вот удовлетворить Кришну вот определенным образом. So we practice with our deities. То есть и мы практикуем, поддерживаем практику с нашими божествами. We practice dressing the deities nicely, feeding them nicely. Let me serve them. Let me desire to please Gauranitai, please Krishna. То есть и мы замечательным образом их одеваем, и кормим, и развиваем это желание для того, чтобы их удовлетворить Кришну. And this is why everybody should have a deity in their house. И поэтому у всех дома должны быть божества. And you serve the deity in this way. И вы таким образом будете служить им. To develop a desire to want to serve Krishna always. То есть развивая желание всегда служить Кришне. So you serve your deity at home. You feed him. You pray to him. You dress him if you can. То есть и вы таким вот образом вы служите божеству дома. То есть вы одеваете его, вы молитесь ему. And if you can't do that physically, say you have a picture of Panchatattva or a picture of Gauranitai as your deity, you can dress them mentally. То есть если у вас нет такой возможности, у вас есть изображение Панчататтвы или Шиши Гуранитай, и вы мысленно можете одевать их. And by this practice, we develop that desire to want to do this in reality, to serve Krishna in this way in Goloka Vrindavan. И то есть через практику мы развиваем желание действительно по-настоящему служить ему на Галоке Вриндаване. This is the science of Krishna consciousness. И это наука сознания Кришны. Shift our desire, shift our identification from the things of this material world to the spiritual world, shift our desires from the things of this material world to the spiritual world.
То есть перенести наши желания из материального мира в духовный. Shift our desires from the things of this material world to the spiritual world. Shift our identification from the things of this material world to the spiritual world. И перенести наше вот самоотождествление с вещей материального мира в духовный мир. Okay. All right. So you've been sitting there patiently 2 hours. Thank you very much. То есть вы очень терпеливо просидели 2 часа. Спасибо вам большое. Шрила Прабхупада Ки.